Дорогие друзья, всех приветствую, всем салам алейкум, с вами Мухаммад Муртазалиев, и вы на канале Шеф Готовит. Сегодня я вновь в гостях у своего товарища Александра, и мы приготовим в такую замечательную погоду лопатки ягненка. Мы их замаринуем. Вот такие красавцы. Да, мы их замаринуем в этой помпейской печи. Если у вас нету дома такой, не беда, вы можете приготовить этот рецепт у себя дома в духовке. Ну что, начнем, Александр? Да. Давай для начала мы опалим наши лопатки. Давай. Теперь замаринуем наши лопатки. Передай, пожалуйста, специи. Пожалуйста. Вот такая у нас крутая мельница Перец, да, будем? для перца. И вон те две специи. Я сейчас расскажу ребятам, какие специи нам потребуются. Так. Нам потребуется для маринада соль, сладкая паприка красная, перец и чабрец. И все это мы смажем маслом растительным. Так, давайте для начала засыпем наш перец горошком, Да. и в нашу замечательную мельницу. Ребята, это что за кайф? Где ты ее купил? Где ты ее купил? На рынке? Братан, ей знаешь сколько лет? Больше, чем мне. Еще меня не было, когда Ну она... это бомба, честно Да, сказать. нравится? Да, очень нравится. А сам помол, да? Вот когда рукой сыпешь. И помол тоже очень шикарный получается. Вообще, это, знаешь, это не перцемолка, это кофемолка. Это кофе. Но я ее, короче, симпровизировал в эту тему. Я даже не подумал. Это кофе. Это же реально кофемолка. Ну ты, Да. конечно, как это слово сейчас скажу? Ну ты находчивый. Ну все, давайте начнем мариновать. Мы уже все поняли, что со смекалкой у этого человека все в порядке. Так, давайте начнем с масла. Давайте. Вот мы смотрим. Масло это проводник специй. Да. Масло это проводник специй. Посолим. Мне это, знаешь, что понравилось, когда вы готовили? Ты такой вопрос задал. Самая лучшая приправа это что? Да. Самая лучшая приправа к еде, я считаю, это голод. Да, мне тоже понравилось. На самом деле, когда человек голодный, ребят, он скушает, все. Ну и, конечно, повар тоже должен не халтурить. Обязательно. Так, теперь наш свежемолотый перец. Самое главное это без фанатизма. Так, теперь красный. Паприку. О, супер. Барашек молоденький, да? Да, видно. Лопаточки маленькие, Видно. будет всё Мясо нежно. розовое. И теперь секретный ингредиент чабрец. Вот так его. С чабрецом не переборщите. Я вам всегда говорю, сейчас тоже скажу, это очень такая сильная приправа. Да. Наш маринад Готов. готов. Сейчас мы еще так напоследок маслом красиво вот так. Вот такой массаж мы сделаем. Мухаммед, к твоему приезду я специально заказал у своего знакомого фермера, он занимается барашками. Это, знаешь, видно по лопаткам, да, что молодой ягненок, он пасся, вот в буквальном смысле слова, без преувеличения, горные реки в Адыгее. Вот мы, кстати, снимали ролик, там тоже посмотрите потом. Горные реки, молодая травка, ягненок, идеальный просто. Видно, по цвету мяса он очень молодой. Да. А чем он питался и какая была у него жизнь, мы сейчас, когда на вкус попробуем мясо, нам станет понятно. Да. Так, пойду я руки помою. Давай. Где у тебя можно руки помыть? Это только в кухне, брат. Теперь наши замаринованные лопатки мы красиво укутаем в фольгу с пергаментом. Давай. Есть. Так, да? Так, первая пошла. Вот так. Давай, Есть. знаешь, что мы сделаем? Чисто, чтоб Да. для запаха. Да. Вот так закинем. Аккуратно, вот таким вот макаром. Конфетка получилась, да, такая? Получается у нас конфетка.
Отлично. Есть. Есть. И вторая тоже у нас пошла. Вот так. Александр, ну что, Ой-ой. наши пушки заряжены. Закидываем в чудо-печь. Давай. Прям на пот так, да? Да, прямо вот на пот ставим. Давай. Все, и забываем про них ровно на 2 часа. 2 часа, понятно. Да, ближе к этому времени мы уже приготовим гарнир. Понял. Все. Заслоночку тоже закроем, да, сейчас? Да, заслоночку лучше будет закрыть. Обязательно, ребят, закрываем заслоночкой. Все. Можно даже, знаешь, вот так наискось, чтобы чуть-чуть циркуляция воздуха была. Все. Так, давай, Александр, займемся гарниром. На гарнир у нас будут овощи, получается кабачок, шампиньоны, помидоры. И все это мы заправим. Вот я заранее сварил булгур. Да. В конце, потом уже, когда они приготовятся, уже сделаем Понял. туда булгур. Всё. Также еще нужен будет чеснок. Чеснок. Вот всё. Отлично. Давай. Начинаем. От нарезки тоже, знаешь, вот вроде бы От логически понимаешь, что на вкус не влияет, но влияет. От нарезки зависит настроение, а от настроения уже аппетит. Ну да. То есть все взаимосвязано. Ты же сначала глазами кушаешь, Да, а да. потом уже... А что? потом уже... Смотри, какие желтые помидоры. Где ты их на рынке взял? Или у Это- своего друга фермера? Да, он тоже балуется помидорами. У него теплицы там и так далее тоже. Так, почистишь пару зубчиков Конечно, чеснока тоже почищу. сюда? Сейчас я... Так, четко. Ты очень мастерски нарезал чеснок, как будто всю жизнь этим делом занимался. Спасибо. Кстати, дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал моего товарища. А ссылка будет на канал в описании. Канал Да. называется Печи Александр. Там очень много интересных рецептов. А главное, эти рецепты доступны для самого простого человека, даже пускай он будет такой, который никогда был не связан с кулинарией. Да, на самом деле так и есть. Приятный на ощупь свежемолотый перец. Так, слегка поперчим. Без фанатизма. Запомните, друзья, когда человек голодный, и он в этом состоянии голодном начинает что-то готовить, ну, процентная вероятность того, что он что-то пересолит или переперчит, 95%. Ну да, наверное. да. Потому что, когда голодный, он, мне кажется, ему Ну, кажется, все мало ему. да, все мало, надо побольше соли, побольше это. Поэтому, друзья, не поддавайтесь на голодные провокации без фанатизма. Голодному всегда все мало. И вот наше растительное масло в конце. Ой-ой-ой. Ой. Тем Прошло временем у нас прошло 2 2 часа. часа, да. Давай достаем. Вот такая наша лопаточка. Сейчас мы ее Давай поставим, сюда. чтобы она отдохнула чуть-чуть, да? Угу. Так, раз. И вот так 2. Как она там на ощупь? Нормально. Нормально. Сейчас чуть-чуть дровишек подкинем, чтобы у нас огонь заиграл. Так, все, давайте подготовим наш гарнир теперь. О, Все. Пока гарнир готовится, посмотрим, какие получились у нас лопатки. да. Давай вторую. Так. Ой, это просто... Посмотрите, Ничего себе. прям косточка, вот видите? Вот, раскрываем, смотрим. Да, косточка отошла. Все. Отлично.
Ну просто красота. Цепляй. Ой, Бисмилля. она прям разваливается. Супер, да, братан? Очень вкусно. Я думаю, 2 часа даже много. Можно 1,5 часа. Да, Вполне хватает. 1,5 даже, ребят. Идеально. Ну, может быть, это у нас потому что молоденькое, смотря у кого какое Да. мясо будет. И смотря какой размер лопатки. Да. Ну вот в нашем случае 1,5 было бы достаточно. Ну 2 тоже хорошо, но 1,5 было бы тоже нормально. Давай один короткий тост. Мы оба скажем. Да. Я поднимаю этот стакан с лимонадом за то, чтобы у вас все было хорошо, дорогие подписчики. И никто из вас не болел. Ты что скажешь? Да, на самом деле, самое главное в наше время Это здоровье. здоровье и мирное небо, ребят. Больше ничего не надо. Все остальное, если вы не лодыри, все будет. За вас. Какая красота. Александр, принеси булгур, пожалуйста. Пожалуйста. Вот так. Есть же. И Опа. второй. И второй вот так. Держи. Давай. И помешаем все хорошо. Это будет что-то. Так, И сюда, да? аккуратно. Есть. И еще на минуточку оставим согреться. Вот так, опа. Ой-ой-ой, это получилось что-то бомбическое. Это бомба. Это бомба. Пробуем? Прям так с полужара. Да. Как тебе гарнир? Гарнир вкуснее, чем основное блюдо, ребят. Я вот без всякого преувеличения. Очень вкусно. Давай еще раз. Давай, знаешь за что? За то, чтобы они подписывались и на мой, и на твой канал. Да, Ставили лайки и оставляли комментарии. Ребят, если вы на нас подписываетесь, это значит, у вас хороший вкус, я так думаю. Все правильно. Правильно? Да. Потому что такое не оценить и не поставить лайк, это надо, ну, просто ничего не понимать, я так думаю. Ну да. До новых встреч в следующих выпусках. Удачи. До новых встреч, ребят. И не забудьте поставить